Вот, собственно, главный вопрос, в котором мы сегодня разберемся. Может ли беседа с программой принести такое же психологическое облегчение, как и живой разговор? Это, знаете, настоящая загадка нашей цифровой эпохи, и сегодня мы попробуем ее разгадать. И разбираться мы будем не на пустом месте. В основе нашего анализа — научное исследование 2018 года. Так что никаких догадок, только факты и результаты одного очень хитрого эксперимента. Ну что ж, поехали. Прежде чем ставить эксперимент, у ученых было 3 совершенно разных гипотезы о том, что может получиться. 3 теории, 3 возможных исхода. Давайте рассмотрим каждого подозреваемого поближе. Итак, теория номер 1. Говорить с ботом плохая затея — это хуже, чем с человеком. Почему? Согласно этой концепции, самое главное в таком разговоре — это чувство, что тебя по-настоящему понимают, на глубоком уровне. А чат-бот — это просто программа, он на такое не способен. А значит, и психологической пользы от такого разговора не будет. Вторая теория прямо противоположная. Она говорит, что говорить с ботом на самом деле лучше. Логика тут такая. Главный барьер, который мешает нам быть откровенными, это страх осуждения. А чат-бот судить не умеет. И раз этого страха нет, то можно раскрыться гораздо глубже, быть честнее и в итоге получить даже большее облегчение. Ну и, наконец, третья версия. А что, если разницы вообще нет? Есть такая концепция касса, которая предполагает, что наш мозг просто не успел эволюционировать. Он заточен под общение с людьми, и когда он видит что-то, что имитирует собеседника, он по умолчанию применяет к нему те же социальные правила. Неважно, человек это или просто кот. Итак, 3 теории. Как проверить, какая из них верна? Исследователи придумали, очень изящный эксперимент. Давайте посмотрим, как они все устроили. Сперва всех участников поделили на 2 группы. Первую попросили поговорить о чем-то эмоциональном, обсудить реальную проблему, поделиться чувствами, а вторую группу о чем-то фактическом, просто сухо описать свой распорядок дня. А вот теперь самое интересное. Одной половине участников сказали, что они чатятся с живым человеком, а второй половине, что их собеседник — это очень продвинутый чат-бот. Но вот он, поворот. На самом деле, в обоих случаях им отвечал один и тот же реальный человек, такой вот волшебник за ширмой. Участники эксперимента об этом, конечно, не знали. Единственное, что отличалось, это то, кем они считали своего собеседника. Такая хитрая схема позволила ученым выделить главный фактор — наше восприятие собеседника. И результаты, которые они получили, оказались, мягко говоря, неожиданными. Загадка была решена. Так вот, главный вывод — разницы не было совсем. Участники, которые верили, что делятся сокровенным с чат-ботом, получили ровно столько же психологической пользы, сколько и те, кто думал, что общается с человеком. Просто взгляните на эту диаграмму. Она все показывает лучше всяких слов. Столбики, которые отражают, насколько участникам полегчало после разговора, они практически одинаковые. Неважно, с кем они, по их мнению, говорили, облегчение было тем же самым. И эта картина повторялась по всем показателям. Вот посмотрите на таблицу. Улучшение самочувствия, ощущение теплоты от собеседника, самоутверждение. Во всех случаях имело значение только то, о чем был разговор. Эмоциональный, конечно, был полезнее, а вот кто был собеседником, человек или чат-бот, оказалось совершенно неважно. И тут может возникнуть вопрос, а участники вообще поверили в эту уловку? Ученые это проверили. Они проанализировали язык, который использовали люди. И оказалось, что те, кто думал, что говорит с ботом, строили фразы проще и короче. А это доказывает, что да, они поверили. Эксперимент чистый. Итак, мы знаем, что произошло. Но остался главный вопрос. А почему? Что все это говорит о нашем мозге и о том, как мы вообще взаимодействуем с технологиями? И тут мы снова возвращаемся к той третьей теории — касса. Как писали ее авторы, у нас, по сути, древний мозг. Он эволюционировал в мире, где любой собеседник был человеком. И он просто не успел перестроиться. Мозг видит имитацию разговора и реагирует на нее так же, как на настоящий. То есть, как это работает? Дело не в том, кто нас слушает, а в том, как это происходит. Когда мы получаем поддержку, понимание, одобрение, наша базовая социальная потребность в принадлежности, удовлетворяется. И в этот момент наш внутренний социальный радар, который постоянно сканирует обстановку, как бы отключается. Мозг перестает анализировать, настоящий ли это человек, и просто получает пользу от общения.
И вот это невероятно важный вывод. Получается, что технологии, если их правильно спроектировать, могут быть не просто инструментами. Они могут стать источником настоящей психологической поддержки. Помогать в таких вещах, как борьба с одиночеством или поддержка ментального здоровья. В конечном итоге все это подводит нас к одной простой мысли. Для нашего мозга важен не источник поддержки, а сам факт ее получения. И это, конечно, заставляет совершенно по-новому посмотреть на то, что мы вообще называем связью и общением в нашу цифровую эпоху. Похоже, у нас может появиться неожиданный, но очень мощный союзник в поиске понимания.